Боро, Каванди, Кантха, Сашико. Звучит как заклинание, правда? Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Поговорим о техниках ручной стежки, пока я зашиваю джинсы моего мужа. Многие путаются в них, что это, с чем их едят, какие у них отличия между собой. Сейчас мы с вами обо всем поговорим и во всем разберемся. Вроде бы я сама поняла. И первая техника, я совсем недавно делала в этой технике заготовку, ссылочку вам оставлю в описании к этому видео, это техника Боро. Это такие заплаточки с открытыми краями, которые простеганы самыми простейшими примитивными стежками. Это японская техника стежки. Сейчас очень модно, делают куртки, жилеты, прям много одежды всякой. Специальные машинки даже изобрели японцы для того, чтобы так вот стегать не вручную, а машинным способом. А я вот сделала сумку, ссылочку тоже оставлю в описании, как шить такую сумку. А мы переходим к технике Каванди. Там заплаточки делаются с припусками, причем припуски достаточно большие. Это делается для того, чтобы вот когда мы делаем какой-то определенный шаг между строчками стежки, чтобы нам не волноваться, что у нас край не закроется. В любом случае попадем и закроем припуск, и все будет аккуратно и красиво. Вообще сначала, когда я начала пришивать эти заплатки, сразу не сообразила, было очень неудобно пришивать. Поэтому я взяла дощечку, и дело пошло, потому что когда дощечка защищает, во-первых, я и заплатку могу выровнять хорошо, но и заднюю часть джинсов не захватываю. Короче, дощечка нам в помощь. А какие признаки есть вот у этой техники Каванди? Вот смотрите, я справа взяла картиночку просто из интернета, нашла фотографию. Лоскутки с припусками пришиваются по периметру заготовки от краев к центру. И если одеяло шьется в этой технике, мне-то я джинсы просто зашиваю, а если шьется одеяло в этой технике, то обязательно в краешке, в уголочке добавляются вот такие вот квадратики, сложенные треугольничком. И пока такие как бы цветочки не сделаны в одеяле, одеяло не считается оконченным. Поэтому вот смотрите, это прям вот отличительный признак одеяла в технике Каванди. Вообще даже в примитивных таких стежочках есть какое-то очарование. Вот знаете, есть направление в искусстве, называется наивный примитивизм у художников. Когда картина рисуется, как будто ее ребенок нарисовал, такая детскость присутствует. И вот в этих техниках ручной вышивки, ручной стежки тоже такой же, я считаю, наивный примитивизм. И из-за этого, благодаря этому, они стали так популярны и вошли в моду. И я еще забыла сказать, что вот эта техника Каванди – это индийская техника. Она известна благодаря индийским рукодельницам, которые истори этим занимаются. А мы переходим к следующей технике, опять японской – сашико. Тоже совсем примитивные стежочки, совсем простые. И при этом отличительная черта этой техники – это правильность геометрических форм, четкость линий, симметрия, гармония. Вот это вот уже мои работы в технике сашико. Это я делала заготовочки, потом использовала их в одеяле в лоскутном. Причем не обязательно все делать вышивки именно в этой технике. У меня в лоскутном одеяле самые разные вышивки, и при этом они в результате, я считаю, прекрасно сочетаются между собой. И одеяло выглядит очень, даже мне оно очень нравится. Тоже ссылку оставлю в описании на это одеяло, если кого-то интересует. Кстати, вы, возможно, не думали, что понадобятся плоскогубцы рукодельницы, но иногда нужно протащить иголку с ниткой через несколько слоев ткани, и это очень удобно сделать именно с помощью плоскогубцев. А мы переходим к следующей технике – кантха. Это тоже индийская техника ручной стежки. Изначально старые сари сшивали между собой совсем простыми стежками, но потом постепенно появились определенные правила. Заготовка может быть либо однотонной, либо, то есть единым полотном, либо из кусочков собрана, но при этом она простегана полностью нитками разного цвета. Обязательно должны быть несколько цветов. Но вот это одеяло, это мое личное одеяло индийское. Я его покупала в Индии. Здесь используются два цвета, вот белый и
такой малиновый, но малиновый не очень заметен в этой ситуации, потому что сами по себе яркие лоскуты сшиты между собой. Сзади вот так вот выглядит, чтобы посмотреть эту стежку. Тоже 2 слоя ткани, верхний топ и нижний. И, наверное, еще ни одно одеяло индийское не лежало на сугробе, а я вот выложила, оно у меня на даче было, я поехала специально, чтобы его снять и вам показать. Это, наверное, первое в мире индийское одеяло, которое увидела такие сугробы. Вообще оно тоненькое, совсем летнее, на жаркую погоду. И, девочки, столько труда в него вложено, а купила я его что-то прям совсем какие-то 1500 рублей, если на наши деньги перевести. Очень дешево ценится ручная работа в Индии. Ну вот, а я так между делом уже и зашила штаны. Мужу очень нравится, он сказал, буду носить с удовольствием, рад, что любимые джинсы опять можно носить. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Если еще не подписаны на мой канал, конечно же, подписывайтесь. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.